Переходит ли Беларусь на сторону Украины? Зеленский ждет РФ на саммите мира, а в России считают, что НАТО отправляет войска в Украину. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Зеленский критикует Запад, ждет решения союзников и намекает на решительность Мінська. І поки що лише Білорусь відзначилась збиттям російських шахедів. В РФ не могут определиться, с кем они воюют – с ВСУ или НАТО. Почему запутались российские официальные лица? Это опасная игра, которая может привести к прямому конфликту ядерных держав. Курская операция. Почему в Украине рады тому, что армия РФ начала контрнаступление под Курском? Обсудим версии с экспертом. Это зашли и вышли. То есть сделали то, что хотели сделать, и вышли. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Мониторинговые каналы фиксируют продвижение россиян в Донецкой области Украины. Лишь накануне, по данным Deep State, им удалось изменить свои позиции в районе 4 населенных пунктов. По-прежнему внимание двух сторон приковано к городу Покровск, который является логистическим узлом ВСУ. Россияне продолжают бить по мостам этого города. В пятницу военная городская администрация сообщила об обстреле путепровода «Восточный», который соединяет, как утверждается, северную и южную части города. О том, что сейчас происходит на линии фронта и как обстановка может измениться с учетом погодных условий, мы поговорили с майором запаса ВСУ, военным экспертом Алексеем Гетьманом. Можно сказать, что на Покровском направлении наступление врага было приостановлено, про это говорил командующий Сырский, что продвижение практически даже на какие-то метры не наблюдается. Там построены серьезные фортификации, про что говорили представители військово-цивильной администрации Покровска, Мирнограда. Поэтому надеемся на то, что россиянам не удастся не то что зайти в Покровск, а даже подойти на расстояние минометного выстрела. То, что касается других направлений вокруг Покровска, с севера это, скажем, Нью-Йоркское направление. Там они получили контрудар россияне, там была задействована 12-я бригада Национальной гвардии Азов. Сейчас они наиболее активны на Кураховском направлении, это юг от Покровска. Они пытаются таким образом обойти Покровск, пытались, с севера и с юга. Пошли дожди, и все, и техника по полю не ездит. Даже с искусственным интеллектом или сделано по нанотехнологиям. Поэтому погода влияет, как и 100 лет назад, и 200 лет назад, на военные действия достаточно существенно. Тем временем польский премьер-министр Дональд Туск считает, что сейчас у россиян сложное положение на линии фронта. Если Путин так болезненно реагирует на обсуждения, которые касаются возможного разрешения для Украины бить дальнобойным оружием по военным объектам на территории РФ. Медики оказывают помощь 49 украинцам, как гражданским, так и военным, которых накануне вернули в Украину в рамках 56-го обмена военнопленными. Состояние их здоровья оценивают как тяжелое. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец. Известно, что в Украину вернули представителей ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбы, а также защитников и защитниц Азовстали. Азов повертається? Так, повертається. Алло? Всі на місці. Алло? Привіт, все добре, не плач. В офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека отметили, что за последние 2,5 года полномасштабной войны Киев в рамках обменов с РФ смог вернуть в Украину 3569 украинцев, которые находились в российском плену. Заместитель российского министра обороны Фомин отправился в Китай, где решил рассказать, что Россию принуждают к переговорам. Причем делает это НАТО. Североатлантический альянс, по версии зама Белоусова, собирается отправить войска в Украину, пишет Рейтер. Россия и Китай поддерживают создание справедливого многополярного миропорядка, основанного на равенстве и взаимном уважении, чтобы создать условия для принуждения России к переговорам на основе формулы Киева. Страны НАТО планируют направить войска в Украину. Это опасная игра, которая может привести к прямому конфликту ядерных держав.
Интересно, но это заявление Фомина появилось практически одновременно с заявлением спикера Госдумы РФ Володина, который считает, что НАТО уже воюет с РФ. Отмечу, что в РФ до сих пор как пропагандисты, так и официальные лица путаются в формулировках. Опять же, порой они утверждают, что Россия уже воюет с Североатлантическим альянсом, а после делают заявления, в которых уверяют, что НАТО только может начать воевать с Россией. Эти противоречия, кстати, стали причиной появления ряда шуток и насмешек над российской верхушкой. В то же время военные аналитики ранее заявляли, что настоящая война НАТО и РФ была бы очень быстрой и разрушительной, в первую очередь для самой России. Успехи на поле боя как для Украины, так и для России могут обеспечить преимущество на будущих мирных переговорах. Об этом пишет New York Times. Авторы издания уделяют внимание дипломатическим переговорам, которые в последнее время стали особо активны. Например, западные дипломаты обсуждают, какой вид оборонительного союза они могут предложить Украине. Американские и европейские официальные лица тем временем размышляют над тем, что необходимо дать Украине разрешение наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ. А Зеленский при этом говорит о втором самміті мира. Чому я говорю зараз так дуже багато, а вибачте, дуже багато саме про деталі щодо зброї. Насправді це деталі про примус Росії до миру. І нічого іншого Путін не розуміє, тільки те, що зміцнює позиції України, тільки те, що погіршує ситуацію для Росії, тільки те, що партнери дійсно роблять необхідні кроки, а не від зустрічі до зустрічі обіцяють попрацювати над цим, розглянути, які ж кроки необхідні. Кроме того, Зеленский раскритиковал Запад за нерешительность в уничтожении российских БПЛА, которые за последний месяц улетали в Польшу, Румынию, Латвию и в Беларусь. Зеленский вновь задал вопрос, почему НАТО не сбивает эти дроны не только в своем воздушном пространстве, но и над Украиной. В то же время акцентировал внимание на тактике Беларуси. І коли ми піднімаємо це питання з нашими партнерами, постійно, до речі, всі намагаються його просто, якщо чесно, заговорити. І бояться навіть сказати, ми працюємо над цим. Навіть цих слів бояться. І це правда. І поки що лише Білорусь відзначилась збиттям російських шахедів. Ну, я не думав, що в такому форматі це буде. І це дійсно, я вважаю, просто принизливо. Согласны ли вы с заявлениями Зеленского? Что думаете об этом? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Курская операция уменьшила количество российской артиллерии на Донбассе. Об этом также говорят в Киеве. Тем временем Z-блогеры уверяют, что в Курской области армия РФ наступает и якобы смогла вернуть под свой контроль еще несколько населенных пунктов. Напомню, главком ВСУ Сырский ранее говорил о том, что Украина контролирует как минимум 100 населенных пунктов России и более 1200 квадратных километров ее территории. И, судя по всему, украинские военные хотят расширить плацдарм. Опять же, судя по заявлениям российской и украинской сторон, ВСУ штурмуют еще и другие участки границы в Курской области. Почему контрнаступление РФ под Курском не стало неожиданностью для ВСУ, а в Киеве наоборот заявили, что все идет по плану? Эти вопросы мы также задали военному эксперту. Почему мы к этому спокойно относимся и почему так уверенный президент, как верховный главнокомандующий, говорит про то, что все идет за планом? Почему мы не допускаем, что и не было у нас никаких целей там задерживаться? Потому что часто мы слышим слово «рейд». Начали использовать слово «рейд», что это Курская операция, это был рейд наших вооруженных сил. Что такое рейд? Это зашли и вышли. То есть сделали то, что хотели сделать, и вышли. Поэтому, может быть, по плану означает то, что россияне туда перебросили достаточное количество живой силы и техники, уже идет оценка до 100 тысяч, а их же где-то взяли, их сняли с линии фронта, в том числе из Донецка. Поэтому можно допустить, что пока они там будут пытаться к сакральной дате что-то сделать, у нас освобождаются силы, развязываются руки для каких-то действий на других участках фронта. Я думаю, мы достаточно
через короткий промежуток времени увидим, какие действия и какой это был план наших вооруженных сил, по частью которого была Курская операция. Белорусская оппозиционерка, член Координационного совета Демсил Беларуси Мария Колесникова, которая является политзаключенной, содержится в очень маленькой камере, и уже более 1,5 лет ей запрещают выходить на связь с родными. О состоянии Колесниковой рассказала ее сестра Татьяна Хомич, которая буквально по крупицам собирает информацию об условиях содержания Колесниковой за решеткой. Силовики Лукашенко не оказывают необходимую медпомощь Колесниковой, кроме того, лишили ее любой связи с внешним миром. В течение последних 1,5 лет моя сестра Мария находится в изоляции. Ее держат в полной изоляции. Нет звонков, нет писем, нет посещений родственников или адвокатов. Я, возможно, должна напомнить, что в конце 2022 года у Марии была операция из-за перфоративной язвы. Сейчас ей необходима специальная диета, особое питание, которое она не может получать. Мы знаем, что она не может питаться по тюремному меню. Напомню, режим Лукашенко приговорил Колесникову за оппозиционную деятельность к 11 годам лишения свободы. Мария была арестована в 2020 году. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Также не забывайте пользоваться VPN. Инструкция находится в описании. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.